Друзья, всем привет! Вы на канале Мотосанчо. И сегодня не будет вело, не будет авто, будет много мото, потому что мы с вами в Варшаве на большой мотовыставке. Идем на вход. Традиционно очередь на входе. Одну очередь мы уже отстояли на въезде на парковку, очень много людей. Ну и здесь, сами видите, на входе все довольно быстро сканируют один за другим. Проходим. И вот мы уже на территории выставки. В этом году масштаб выставки вырос, и она уже не вмещается в один павильон. Разрослась. Ну и начну я свое повествование в стиле Акына. Что вижу, о том пою. Нас встречают кастом Харлеи. Пожалуйста, не трогать, не присаживаться, но глазами смотреть можно. Как вам такое литье? Воздушный фильтр со смотровым окошечком, чтобы вы всегда могли контролировать, насколько у вас чистый воздух. Может быть, там даже есть подсветка. Ну и прочий тюнинг. К слову сказать, мотоцикл продается. Всего 37 тысяч евро. И вы становитесь обладателем такого красивого бэггера. С другой стороны тоже есть смотровое окошечко в корзину сцепления. Да. Но двигаемся дальше. Мне кажется, в этом году стало значительно просторнее. И поверьте, это удобно в плане походить, посмотреть, поснимать. Kawasaki Vulcan, если не ошибаюсь, полторашка. Ничего особо выдающегося тут не вижу, но, видимо, мотоцикл на продажу. Как, в принципе, и весь этот ряд. BMW, летающий кирпич K100. Honda VTX 1.3 или 1.8. Еще один Kawasaki Vulcan Drifter с глубокими крыльями в стиле Indian. Harley Davidson. Несколько Харлеев в рядок. Вот этот, кстати, довольно симпатичный. Мне нравится. Такой аккуратный. Сиденье выглядит удобным. По крайней мере, водительское. Про пассажирское лучше промолчим. Широкое заднее колесо. И цвет мой любимый. Да, нравится. Такой Харлей я бы себе купил. А это что за эндуро? Это Yamaha Super Tenere 1200. Мотоцикл для дальних путешествий. Старенькая Yamaha. Чиперок. Динклуя Бардзо. А тут гляньте, мотовелосипед, двигатель Solix, 20-е колеса, раскладик, практически вот то, на чем я недавно выбирался на велопикник, но у меня колеса 24-е, а здесь еще меньше, зато здесь педали крутить не надо, тарахтит и едет. А это, судя по всему, Рига, моторчик D6. Или D8. Никогда не знал, чем они отличаются, но, видите, это не китаец, не китайская реплика, а еще тот самый старый мотор. А вот где в этом году расположилась кастом-зона.
выставка кастом-байков. Некоторые из них мы уже видели во Вроцлаве. Помните вот эту Ямаху? Как вам трайк на базе Харлея? Параллелограммная вилка, маленький бачок, капля, а огромные колеса сзади и расстояние между ними, ну, минимальное. Судя по всему, он не закладывается в повороты никак, но выглядит это прикольно. Красивый мотоцикл в плане дизайна, но двигатель откровенно подкачал. Это какая-то старенькая Honda, судя по всему, Rebel 250-ка. Harley Davidson с нижнеклапанным мотором. Еще один Харлей в стиле милитари. Прослеживается отсылка к ВЛА армейским. Огромные звезды на баке. А следом Ямаха. Это Virago 535-ка. И количество работы, вложенное в нее, просто зашкаливает. Вы посмотрите на всех алюминиевых деталях, на стаканах вилки, на крышках двигателя гравировка. А на металлических накладках, на крыльях, на вот этом псевдоветровичке везде чеканка. Я не знаю, сколько времени хозяин вложил в этот мотоцикл, но, видимо, он ему очень дорог. Этот Харлейчик мы тоже уже видели, кажется, во Вроцлаве. А здесь мини-чоппер. Двигатель, как у мопеда Альфа. Четырехтактник. Весь отполирован, весь блестит. Минимализм, никаких тормозов. Только трос газа, карбюратор. Этот Харлей с отсылкой к фильму «Чужой» нам уже также знаком по выставке во Вроцлаве. А за ним, гляньте, какой необычный мотоцикл стоит. Не ошибусь, наверное, если скажу, что двигатель взят от какого-то японского дорожника кубов на 500-600. Даже не знаю, что это, Honda или Kawasaki. При этом рама полностью сделана с нуля. Вилка тоже самодельная. И просится сюда большой мотор от Харлея. Но, видимо, что было, от того и танцевали. Там даже панель приборов над этим мотором стоит родная от того самого японского дорожника. К сожалению, надписей на движке не сохранилось. Не знаю, что было исходником. А здесь Harley Davidson в траурном стиле. Все в нем напоминает нам гробы. Посмотрите на литье переднего колеса. Это гробы. Посмотрите на топливный бак. Это тоже гроб. Заднее колесо то же самое. Фильтр воздушный то же самое. Все в одном стиле. Все траурно и печально. Не знаю, что сподвигло владельца, но это его право. А вот здесь красиво. Тоже Харлей. Вилка Спрингер. Необычной формы руль. Глянул на него сбоку и сразу пришло узнавание. Да, мы тоже встречали его во Вроцлаве. А это, судя по двигателю, Honda. Двигатель от VTX 1.3, если не ошибаюсь. Да, судя по информации, 1.3. Но от первоначального вида мотоцикла практически ничего не осталось. Все переделано. А вот какое приятное цветовое сочетание. Черный с черным.
черный глянец с черным матом. И сам мотоцикл мне нравится. Покидаем кастом-зону и двигаемся дальше. Видим продажу всяческой атрибутики, байкерской одежды, шлемы, жилетки, какие-то необычные сумки на переднюю вилку мотоцикла, стилизованные под свернутый плед. Или нет, это свернутый плед с ремнями. Чего только не выдумают. Что же касается лично меня, то я бы себе посмотрел на этой выставке аккумулятор. Точнее, не себе, а своей Хонде. Помните, наш аккумулятор спекся в Испании. Просто выкипел. Я его, конечно, долил, зарядил, обслужил, но того здоровья, что было, ему уже не вернешь. Поэтому буду покупать новый. Немного байкерской косметики. Шучу, конечно, не знаю, как они сюда затесались. А как вам такое? Не знаю, что за бренд, не знаю, что за фирма, но проходимость явно высокая. Это багги на гусеничном ходу. Что показательно, на крыше лежит запаска. На случай, если вы вдруг гусеницу пробили, можете поставить запаску и доехать. Наверное, это так работает. Польский Харлей Юнак. Написано кардан, но заглядываю, вижу, нет, не кардан, цепь. Ух ты, а это мы хорошо зашли. Здесь представлены палатки на крышу авто. Огромные палатки. Прям кемпинговый размер. Надувной каркас. Вы только гляньте, как здесь просторно. 2 человека легко лягут. Довольно, кстати, твердо. Наверное, подразумевается укладка сюда еще какого-то матраса. Но это еще больше. И вот как это выглядит на автомобиле. А здесь целый дом. И снизу раскидывается шатер. И наверху спальные места. Авария. Не залазить. Хотите почувствовать себя мотогонщиком, проходящим скоростной поворот? Пожалуйста, можно сделать это в фотозоне. Или представить себя стант-райдером и сфоткаться на таком вертикально установленном байке. Тех, кто любит путешествовать, возможно, заинтересуют комплекты багажных кофров. Универсальные, для множества моделей мотоциклов подойдут. Вот, хотите в эндуро стиле, алюминий. А вот еще одна интересная локация. Здесь выставлены Harley Davidson V-Road в максимально тюнингованном варианте. Если вы посмотрите на стандартный заводской V-Road и сравните с этим, то поймете, что это разные мотоциклы. Чего стоит одна только ширина заднего колеса. Чтобы было с чем сравнить. А? Как вам этот размер? Оно огромное. Красивые мотоциклы. Очень красивые.
нашел практически классический V-Road. То, из чего делали вот предыдущие. Действительно ничего общего. Yamaha Warrior 1.7. То, как она выглядит на выходе с завода, и то, как она выглядит после принудительной кастомизации. Заправочная горловинка. Спидометр похож на явовский. Да, потрепала ее жизнь. Как и следующий мотоцикл тоже. Хотя это, кажется, не ржавчина. Это больше похоже на краску. Здесь видим экспозицию службы спасения. Скорая помощь, так называемая в Польше каретка. И Yamaha FGR, скорее всего, использующаяся для доставки донорских органов. Это такое дело, когда каждая минута на счету. Немного квадов для покатушек по бездорожью. Немного китайской техники бренда Kiwei. И вот мы с вами добрались до выхода из первого павильона. Вышли на улицу, а здесь целый дворик мото-джимханы. Езды с препятствиями. Все вот эти повороты, восьмерки. И все это на скорость, все это на время. Нормально так ребята вышивают. Для них точно не проблема восьмерку сделать, как в ГАИ на экзамене. Я сюда, в принципе, сегодня-то выехал не ради контента, не ради съемок, а ради того, чтобы насладиться вот этой атмосферой мото-движухи. Начало сезона, уже хочется кататься, уже хочется куда-то ехать на мотоцикле, а тут такое событие. Слышите, что-то рычит? Пойдем посмотрим. Посмотрели мото-фристайл, зрелищно, красиво. А сейчас будет выступление стандрайдеров.
Задымили, завоняли все паленой резиной. Пойдемте второй павильон посмотрим.